Запись идет? Так, ребяшки, мы тут с вами в ТикТок-доме в нашем, где мы монтируем наши видеошедевры, все серии блога и все волшебство происходит здесь. И совершенно случайно обнаружилась самая первая серия, которую мы снимали ровно год назад, в январе 2021 года, когда мы с Максимом Браменским поехали в Златоуст. Обычно, казалось бы, первый блин всегда получается комом, но посмотрели, вроде ничего. Поэтому решили вам ее показать. Она у нас не первая по списку, но первая из тех, которые мы снимали. Поэтому там есть некоторые шероховатости, недоработки, какие-то стрёмные моменты, лажа и поиск формата. Смотрим. Спроси про прашки. Как покуривает? Сложно управлять ратраком? Теперь уже нет. Святой Господь. Еще 2 года назад мы планировали снять обзоры всех горнолыжек России. Из этой идеи ничего особо не получилось. В конце января у инженера Максима Браменского образовалась командировка в Златоуст. Мы прыгнули в тачку и поехали с ним. Мне как бы стекло сзади не нужно сейчас тут. На трассе. Прошло 12 часов, мы приехали в Златоуст, я поспал 4 раза. Ты что, устал? Нормально все. Вот Златоуст. Заказчиком оказался биатлонный комплекс. У Максима стояла задача научить местных ратракистов, которые работают на этом биатлонном комплексе, использовать ратрак правильно. Номер люкс гостиницы при санатории Металлург. Двухкомнатный, с холодильником, с ванной. So beautiful. Чувствую себя элитой. Элитой блогинга. Чтобы молодость продлить, не бояться старости, не болеть и не хандрить, и не знать усталости, чтобы сон и аппетит был всегда отменный, чтобы иметь цветущий вид, сделать из спортсмена бегуна. Еще мы устроили небольшое интервью с директором. Я там выгляжу очень стрёмно, как будто у меня сломанное плечо, а оператор не сказал мне сесть немножко по-другому. Да как ты смеешь говорить при меня такое? Ты хоть понимаешь, что у меня больше роликов, чем у тебя? Роковая ошибка. За последние 20 лет вот что поменялось? Очень мало чего поменялось. Земля, на которой стоит комплекс, это муниципальная земля. Я знаете здесь что хочу? Я очень много чего хочу. У меня денег нет. Пока у Максима на биатлонном комплексе продолжается обучение, еще теоретическая часть, до ратрака не дошли, мы решили с оператором Славой, что нам там делать, и поехали на разведку узнать, какая тут есть горнолыжка в Златоусте. На горнолыжку тоже через гаражи. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните направо. Что такое? Как будто куда-то не туда. Как будто это не горнолыжный комплекс. Тут по навигатору надо ехать. Маршрут перестроен. Поверните налево, во двор. Развернитесь. Поверните направо. Прямо ничего нет. И прям все мимо езжай. Там будут стоять евробараки. Евробараки. Ты слышал когда-нибудь слово евробараки? Первый раз. И вот туалет на улице. Детский пас. Здесь время. Не часто такое встретишь в наши дни, что скипас это просто бумажка, где ручкой написано время. Это просто маленькая горнолыжка в небольшом уральском городе. И это кайфово, что она есть. Просто один прямой длинный спуск. Мне понравилось. Специально, конечно, я сюда не приехал ради каталки, скажем прямо. Да никто бы не приехал. Такая чисто локальная история. Но в целом все красиво, симпатично. Прям вообще класс. Поеду еще пару раз, наверное, катну.
А горнолыжка кайфовая. Такая маленькая и уютная. Такая чисто для маленького города с небольшим населением. Вот такая локальная. Ну, поехали. Ну, поехали. Мы сейчас с тобой просто... Вот, допустим, вот эти бугры остаются, а остальное все идеально. Я просто могу боком заехать на него задом, да, и еще раз проехать. Да, только задом. Только задом, да. Тебе главное не порвать финишеры и не по деревьям тоже не ездить. Сейчас тебе нужно пробовать отвалом еще. Все-таки привыкай руль держать одной рукой. Одной рукой? Да, а отвал чуть-чуть приподнимай. Да, если видишь, закапывается, тык-тык-тык. Да. Тихонечко его поддерни. Вот. Да, еще. Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом, лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Третий день нашего приключения в Златоусте начался просто прекрасно. Во-первых, солнечно. Во-вторых, мы нашли совершенно чудесное место, где можем наконец-то поесть нормальной еды. Приехали в кафе-кухню, оно закрыто. Говорю, давай ближайший к вам. Случайно оказались и прям кладезь, как будто, знаете, открыли. И вот мы приходим, и прям такие, святой Господь, ну почему не вчера мы это вот, да, узрели? Куда здесь, в Златоусте, посмотреть, есть какое-то зодчество, есть дома? парк Бажова. Это писатель. Да, я то есть знаю. там по нему все построили. То есть, и там есть башня высокая. Ага. То есть вы можете подняться, позвонить в колокольню, там вам Понятно. все расскажут, Обожаю все покажут. это. Обожаю звонить в колокольню. Хорошая очень природа, очень добрые люди, очень низкие цены. Кофе 2 капучины в кофейне 150 рублей. Но все равно жить здесь не хочется, даже несмотря на это. Сейчас едем к Максиму, у него 2-й день обучения. Смотри, какая красота. Солнце вообще кайф. Сегодня что сегодня солнце, хоть и морозно. Какая красивая труба, да? Вдоль набережной. Вот это вот Малхолланд Драйв место. Ну что, канал еще одного толстого блогера на ютубе. И сегодня у нас на обзоре тачка Piston Bully 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После обучения сразу свалилось много информации, пережив вот этот стресс, да. Стресс? Да, ну первый раз за такую технику садиться, фактически стресс, да, для меня точно стресс. Макс хорошо объясняет? Да, доходчиво и самое главное, на все вопросы отвечает. 5 часов пролетели как одно мгновение. Ты знаешь, что ретракисты делятся на 2 типа? Одни называются ретракистами, а другими ретратчиками. И между ними непримиримая война, как между Монтеки и Капулетти. Поэтому тебе очень важно занять правильную сторону. То есть ты ретракист или ретракчик? В нейтральном положении пока останусь. Сложно управлять ретраком? Теперь уже нет. Вот так вот Коля освоил профессию ретракиста буквально за 2-й день. Кайфово. И во мне теперь злая высокооктановая кровь! Так, чай черный в чайнике заваренный. 0,5 литр. Литр на всех нет. В смысле, вы хотите сказать, что мы никуда не едем? Да. Берите литр сразу, да? А как зовут? Меня Александра. То есть просто шуруп. Правильно? Кладите юмора прямо у нас, да, с нами? Прям как будто теплоход аншлаг как будто подплыл, да? А можно вопрос? А почему лосось был
Лососем, диким лососем. В смысле, он Есть не на домашний? ферме, есть на ферме, который Не выращивает, домашний? а есть дикий. Да, все верно. А вы откуда знаете это? Директор у нас охотник просто. На лососе? Так это рыба. Это рыба. Охотник, говорю, извините. А это с собой, я спрашиваю, нет? Нет. Нет. Просто там рецептов нету. Тогда не надо. Песня про тебя знаешь какая-нибудь? Буримы, бураны, бураны, бураны. Слышал? Да. Энигма. Кто? Бура-ти. Да. А так брамецкий можно подать. Да. А, ты сейчас ему покажешь? Да. Мы вернулись в этот прекрасный ресторан, где кузики покормить Максима Анатольевича. И вот пока в ожидании еды ребята решили сыграть морской бой. Работа закончена. Сейчас здесь кушаем и возвращаемся в дорогу. Поездка заняла 3 дня, не сказать, что она была какой-то очень сверхувлекательной. Максим завершил обучение за 2 дня, и теперь техника в надежных руках. Мы двинули домой, рулили всю ночь и к утру были в Самаре. По приезду мы со Славиком легли спать, а Максим летел дальше на какую-то новую точку, что-то чинить, что-то поправлять или кого-то учить в очередной раз. Если вы сейчас смотрите этот ролик на YouTube, то мы, скорее всего, решили продолжать этот формат наших путешествий. И, скорее всего, будут следующие серии, где, может быть, мы донесем основные мысли более внятно. Офигеть, как круто! У нас лучший стенд на этой выставке. Хочешь пойти работать официантом? Если уволят из прайда, пойду. Мы же плакали, кололись, мы продолжали жрать кактус. И совсем скоро на нашем канале выходит очередная серия, где мы с вами окажемся на лучшем стенде выставки Ski Build Expo в Москве. Подписывайтесь на канал, следите за событиями. Это будет просто пушка!